риггинг лица или мышц, то я это все дело расскажу. Сегодня покажу вам один из способов создания зиппера. Если кто не знает, это замок на сумку, на куртку, куда угодно. На самом деле очень много способов, как можно заанимировать зиппер. То есть не замоделить, а именно заанимировать. Но я покажу один из тех, который вам также, возможно, пригодится в дальнейшем при риггинге других объектов. К примеру, тела, мышц, лицевой анимации. Ну и на самом деле куча возможностей дает этот способ. Так, смотрите, я замоделил очень быстро такой, скажем, зиппер, который состоит из двух мешей объектов. Ну, ничего сложного, просто он похож на зиппер. И я его уже заскинил. Заскинил я его вот к этому набору костей. Что значит, вы можете здесь видеть ротовая кость, главная, просто для наглядности. И чисто ради интереса я сделал, чтобы верхушка нашего зиппера, она у нас как бы работала не с последних костей, не с последних джойнтов, а именно из первых. Так, ну, скажем, будет интереснее. Так, давайте с чего начнем. Значит, вот эти набор костей у нас будет потом якобы экспортироваться в движок, поэтому, соответственно, мы их будем только использовать для экспорта, и здесь он в риге практически никак не будет взаимодействовать, ну, только через констрейны, конечно же. Поэтому давайте пока построим другой набор костей. Давайте сверху. В принципе, это можно прям с привязкой. Не уверен, что так отработает. Давайте, иначе он будет цепляться. Давайте лучше вручную просто рядышком поставлю, а потом сдвину. Прям идеальная точность здесь не обязательно, тем более у нас это больше для урока. Так, и давайте немножко, наверное, размеры уменьшим. Так, и что еще? Еще я вытащу каждую кость из группы, чтобы они не были соединены. Ну, примерно так. И, конечно же, сюда тоже. Так, ну, почти ровно. Ну, на самом деле, то, что сейчас кости у нас вот так вот выстроились, это нам прям не сильно нужно. Объясню почему. Потому что мы сейчас будем работать с кривой, и у нас, скорее всего, все эти кости прыгнут в ноль, в начало. А, на моем канале есть видео, где я показываю, как можно задействовать Attach to Motion Pass для анимирования костей по кривой. Вот мы сейчас будем его использовать. Я там в описании к видео оставлю ссылку на это видео. Там несколько еще дополнительных интересных риггинг фич, которые, может, будут вам тоже интересны. Ну, давайте создадим кривую. Вернее, две кривых. Я думаю, от CV Curve Tool нам будет достаточно. Опять же, с видом сверху. Вообще нам желательно, ну, не обязательно, но желательно, чтобы оно плюс-минус повторяло. Ну, там по поводу количества самих CV, то я думаю, сейчас посмотрим. Я думаю, оно не сильно не обязательно, чтобы совпадало прям идеально. Ну, вот такого, в принципе, достаточно. Просто чем больше вы сделаете CV, то есть именно control vertex на кривой, тем в дальнейшем вам будет менее удобно оперировать этой кривой. Поэтому давайте так пока оставим. Ну, опять же, плюс-минус на глаз, там, кому нужна идеальная точность, сам потом выставит себе. Тут главная сама идея. Так, и давайте я обрезечу ее, зафризю. Вот, значит, давайте зайдем в раздел Attach to Motion Pass. Это Motion Pass, и находится Constraint Motion Pass. Ну, вынесем. Вот. Что у нас
здесь есть. Но я не буду все это рассказывать. Здесь, в принципе, можно работать по умолчанию. Например, здесь есть World Up Type, как на предыдущем видео я рассказывал, можно с помощью Object Rotation Up изменять повороты объектов по кривой, когда они двигаются. Там галочка Bank, например, можно, чтобы объект сам поворачивался по кривой, как истребитель входил в поворот. Ну, в общем, здесь мы не будем сейчас что-то там прям такое мудрить. Давайте просто сразу приделаем наши джойнты, созданные джойнты кривой. Так, чтобы у меня что-то тут с порядком выделения. Потом попробую через аутлайнер выделить это все дело. Так, и это кривая. Все. Сейчас, если мы начнем двигать таймлайн, видим, что на протяжении всего таймлайна, ну, то есть вот у нас было 150 кадров, и мы, когда нажимали вот здесь Apply, то вот оно на столько кадров, оно тут и настроилось у нас. Так, это нам уже не надо. Вот, давайте теперь зайдем в ноду, это Motion Pass, которая у нас создается при создании этого всего дела. Так, вот она. Ну, здесь уже у нас проанимирована U-value. Это как раз благодаря этому значению у нас двигается весь набор джойнтов двигается по кривой. Кстати, вот видите, как я вам сказал, что если мы назначим, то все эти джойнты прыгнут в начало. В принципе, логично. Вот. И давайте посмотрим, нужно ли нам поменять параметризацию кривой. Сейчас глянем. Иногда удобнее работать именно не со значением от 0 до единицы, а именно с реальным значением. Вот. Ну, давайте, наверное, пока так оставим. Единственное, что отсюда уберем ключ, он нам не нужен, потому что нам не нужно сейчас, чтобы по всей кривой у нас джойнты летали. Вот, смотрите, значит, нам сейчас нужно все эти джойнты расставить по кривой, как они были до этого. Но мы не можем их просто вручную сдвинуть, потому что если вот мы попытаемся это сделать, видите, здесь у нас Translate и Rotate на джойнтах залочены. Ну, то есть мы не можем оперировать ими. Вот для этого у нас есть как раз вот это вот значение U-value, которым мы будем сейчас двигать. Значит, первый джойнт мы оставим в нуле. Ну, нам же надо, чтобы кто-то в нуле оставался, правильно? Возьмем второй, сдвинем. Вот почему я и говорю, что не очень удобно работать, потому что значения очень маленькие, прыгают. То есть если, например, здесь поставить parametric length, то это делать чуть попроще. Ну, это в зависимости от длины кривой, конечно же, но дело это чуть попроще. Давайте так пока посмотрим. Если так работать, плюс-минус, вот можно, так как у нас джойнтов 6, сейчас можно попробовать вот так вот такие значения пораздавать. Так, стоп. Что-то у нас там... это... Секунду. Ага, он создал, по сути, похоже, что он создал один motion pass, одну ноду на все джойнты сразу. То есть ошибка в чем? То, что сейчас, когда мы это значение меняем, он сразу сдвигает все наши 6 джойнтов, то есть, соответственно, а нам надо то есть, сделать все это дело на как бы 6 разных позиций, поэтому давайте это дело удалим. Ну, я не хочу сейчас просто здесь рвать связи. Давайте просто отмотаем это все назад до момента создания. Чисто с помощью Ctrl-Z. Вот. И создадим... Все сделаем то же самое, только для каждого джойнта отдельно. Ну, это вам, в принципе, знание этой ошибки вам тоже будет полезно в дальнейшем, потому что будете хотя бы знать, с чем можете столкнуться. Вот, значит, это Motion Pass, он сразу прыгает. Выделяем следующий joint. То же самое, он прыгает в 0. Так, все. Есть, кстати, скрипты, которые прям автоматически это все дело создают. Но сейчас пока
Нам нужно понять, как это все работает. И сейчас мы не будем, конечно, этим пользоваться. Так, теперь мы можем видеть, что когда мы выделяем каждый joint отдельно, у нас Motion Pass нода по-разному называется. То есть для каждого joint у нас создана своя Motion Pass нода. Окей, давайте все заново. Значит, отсюда мы просто удалим ключи. Ну, это останется нулевая. Давайте следующую. Раз. Два. Три. Так, я здесь удалил. Да, удалил. 4. И последняя. Единица. Так, все. Ну, значит, все вот эти джойнты, 6 штук, полностью по кривой распределены. Теперь смотрите, если здесь, так как я это видели, я это выставлял так чисто по цифрам, здесь можно потихонечку, там, я не знаю, сдвинуть немножко, если видно, что не совпадает, там, ваш перфекционизм не дает вам права поступать так, то можете, конечно, как вам нравится, поздвигать это дело. Вот таким образом. Вот, ну, не будем сейчас на это отвлекаться. Давайте пока закончим именно с первой кривой. Потом уже займемся второй. Так, смотрите, что вообще мы сейчас только сделали. Ну, кто уже смотрел видео, в котором я говорил про Attach to Motion Pass, то знает, что таким способом можно с помощью кривой управлять джойнтами. То есть если мы сейчас, например, подтянем Control вертексы, то наши джойнты тоже за ними потянутся. То есть это очень классный способ управлять джойнтами. И ротейты будут работать, но только, к сожалению, ротейты не будут работать вот в такой плоскости, потому что кривая, она имеет нулевую толщину, и она не может просто она не понимает, и когда мы вращаем точку, она не понимает, в какую сторону мы ее вращаем. То есть когда мы выделим две точки, тут есть какая-то общий центр, скажем, этих точек. Но и то вы видите, что при этом джойнты не вращаются. Но я там в тех видео показываю, как обойти это ограничение. Вот, но нам сейчас на самом деле это не надо. Нам надо просто сделать зиппер. Там не будет таких вращений. То есть, если вы хотите их сделать, там можно это все дело потихоньку усложнить. Но сейчас не в этом суть. Так, и давайте по-быстрому сделаем то же самое для той стороны, ну, чтобы уже все было. Так. Значит. Так, вот они. Давайте опять все это дело по отдельности. Touch to Motion Pass. Клавишу G нажимаем. Это то же самое, как клавиша G. Это повторить предыдущую команду. То есть можно, в принципе, так выделяем. Ну, только аккуратно, потому что если вы там нажмете что-то другое, типа Ctrl-Z, он повторит вам предыдущую команду Ctrl-Z. Так, все. Ну, в принципе, повторение всегда полезно. Это у нас нулевой joint. Здесь у нас будет 0,2. 4. Да, вернее, даже 390 сразу поставим, как там. Здесь что-то там 580, по-моему, или 570, я не помню. Ну, пусть будет 570. Так. Сбило меня это. Здесь у нас 0,8 и единица. Вот, все. Значит, теперь, как и первую, так и вторую кривую, если мы двигаем точки, то, соответственно, за ними будут двигаться кости. Вот, зачем мы это все сделали? А затем, что кривая имеет shape ноду.
Сейчас мы до нее доберемся. Так, значит, shape нода. Так вот она. Это у нас transform нода, а это shape. А это значит, что shape нода нам дает какую-то форму кривой. То есть у joint у нас shape ноды нет, потому что joint это как бы неосязаемая величина. То есть это по сути просто какой-то объект в пространстве. И вот эта форма joint, это как бы не ее форма, это просто ее как бы описание, значение, знак ее, скажем. То есть визуальная составляющая этой его joint. А вот, например, объекты, как mesh, они имеют shape ноды. Shape ноды у нас описывают форму объекта, набор вертексов, там, тесселяции, где в какой области пространства находится каждая точка и так далее. Вот. И это значит, что мы можем к кривым применять blend shape. Давайте применим. Значит, они у нас находятся в разделе Deform, Blend Shapes. Но на самом деле управлять blend shape'ами нужно через другое немножко окно. Здесь мы можем просто задать основные параметры настройки blend shape'ов, такие как, например, deformation order. Это, кстати, очень нужно внимательным быть с этим. Объясню, что это. Иногда, когда работаешь с blend shape'ами и одновременно со скином, ну вот, например, если мы добавляли blend shape на вот этот объект, здесь уже есть skin cluster нода. Вот если мы добавим сюда blend shape, он у нас прыгнет сверху skin cluster ноды. Просто по той причине, потому что он как бы был создан позже, чем skin cluster. Если было бы наоборот, тогда skin cluster был бы выше. На самом деле вот порядочность этих, ну, как бы порядковый номер, именно последовательность этих нод можно менять. Здесь в разделе Inputs, All Inputs. Здесь можно менять вот эти наборы этих нод. Здесь появится нода BlendShape, можно местами переставлять, и тогда будет у нас выше стоять skin cluster нода, а не BlendShape. Но зачем это надо? Здесь как раз и описывается то, ну как бы, где у нас в данный момент, сейчас соберусь с мыслями, значит, где у нас в данный момент находится blend shape нода, тот деформационный, как бы, те настройки деформации нам нужно и выбирать. Иначе в движке или при дальнейшей работе могут быть проблемы, потому что здесь мы как бы и задаем системе, то есть Maya, мы говорим, что вот у нас, например, blend shape, он будет пост или pre, ну, будет до создания скина там, или после. Ну, в принципе, вы можете поначалу попробовать в Automatic мод. Оно может и само, в принципе, более-менее правильно раскидать. Вот. Я чаще работаю, когда blend shape у нас, мы будем сейчас работать с blend shape эдитором, с shape эдитором, когда у нас blend shape, ну, когда у меня blend shape оранжевого цвета. То есть это, по-моему, если не ошибаюсь, возможно, pre-deformation, надо проверять. Вот. Но если наоборот, они будут просто зеленого цвета. Вы всегда следите, каким цветом у вас создаются блендшейпы. Это очень важно, иначе вы можете половину создать желтым, там, оранжевым, половину зеленым. Потом в движке у вас будет половина блендшейпов работать нормально, а половина криво. И вы не будете понимать, в чем причина. Это такая, скажем, не все об этом знают. Ну, давайте сейчас пока оставим это все в автоматик режиме, чтобы не усложнять. Значит, конечно же, нам нужно выделить кривую и нажимаем «Создать blend shape». Вот, создали мы blend shape, ну, тут, так, это я уберу. Тут пока что у нас ничего нет, ну, потому что мы создали, по сути, только ноду blend shape, то есть нам теперь нужно добавить деформации. А вот теперь с помощью add target добавляем деформации. Вот, смотрите, видите, вы можете увидеть цвет blend shape, именно самих деформаций blend shape. То есть вот это именно как бы группа blend shape. То есть это как вот в Outliner, если я, например, добавлю в группу, вот это как раз и есть группа. А сами blend shape, они находятся уже здесь внизу. Вот. И здесь вы их можете уже переименовывать там как хотите. Вот. И вот как раз следите за цветом вот этого значка, потому что это как раз он и говорит о том, какой ордер у вас будет объявлен. Ладно. Смотрите, сейчас у нас ничего не происходит, потому что мы никаких деформаций не добавляли. Но blend shape уже создан, то есть уже, в принципе, можно морфингом заниматься. И горит галочка Edit. Edit, значит, мы можем уже редактировать наш объект с blend shape. И вот можем видеть, здесь у нас создалась нода blend shape 1. Ну, так мы не называли, мы не меняли имя, поэтому так и создалось.
Вот, окей. Так как у нас, если мы, допустим, уберем, вот так сделаем, чтобы вы здесь не меняли, я имею в виду в кривой, ничего запоминаться это не будет, потому что здесь нужно именно поставить edit. То есть мы этот blend shape сейчас будем менять. И давайте попробуем zipper этот, с ним поиграться. Значит, давайте, чтобы сразу красиво было наглядно видно, давайте я уже сразу добавлю констрейны на существующие джойнты. Ну, то есть, смотрите, у нас, еще раз, у нас был изначально создан набор джойнтов, который, как я говорил, пойдет потом в движок. А это поверхностные кости, которые, ну, с которыми мы работаем. То есть, по сути, это рабочие кости. И я разделяю всегда риговые рабочие, ну, не всегда, но в таких случаях риговые рабочие кости с теми, которые пойдут в движок. Вот, поэтому их нужно просто соединить между собой через констрейн, и все. Смотрите, если, например, вы видите, что joint не совпадают pivot в pivot, не беда, вы можете просто вместо parent constraint использовать point и orient, и будет правильная работа, никаких с этим проблем не будет. Так, у меня что-то с порядком выделения, поэтому так вот. Значит, давайте point orient, желательно проверить галочки maintain offset стоит, и maintain offset тоже стоит. Окей. Ну, давайте всем зададим point orient, чтобы меньше была вероятность того, что как-то там его будет корёбить или еще что-то. Почему? Потому что если мы будем использовать просто parent, то, ну вот, допустим, давайте покажу. Если, например, point orient мы вращаем, то joint вращается вокруг своей оси какой-то, вокруг своего пивота. Вот этот joint. А если мы, например, здесь назначим parent, то, ну, во-первых, он даже не хочет почему-то назначаться. Наверное, галочка. Хотя нет, стоит галочка. Все. Ну, наверное, криво выделил. Вот, видите, он будет вращаться уже второй вот этот вот наш подопечный joint для движка. Он будет вращаться вокруг другого центра координат, соответственно, могут быть какие-то искажения. Ну, в нашем случае нам, конечно, здесь все равно на самом деле. Ну, давайте уже сделаем point orient для всех, чтобы не было исключений. Ну, это визуальные какие-то глюки. Бывает иногда такое, почему-то в 22 мая. Так, и здесь последнее. Все, назначили. Так, теперь давайте мы поработаем с кривой. Значит, здесь у нас все включено. Где наша кривая? Значит, как у нас будет расстегиваться наш зиппер? Ну, понятное дело, что первая отойдет. Первая вот эта ступень, да, ракетоносителя. Дальше вот так. Как-то там, допустим, так. К примеру, так. Ну, можем видеть эти искажения, но на самом деле с этими искажениями можно работать, увеличивая детализацию всей этой системы. Вот, все. Мы как-то сделали, допустим, как-то оно какую-то форму имеет. Ну, можно, не знаю, даже вот так сделать, как хотите. Вот, все, теперь у нас наш blend shape запомнил положение новое, кривой, и отключаем edit. Теперь, если мы будем двигать вот этот параметр, то наша кривая будет интерполироваться линейным способом, интерполироваться в вот такое положение, которое мы создали. Давайте сделаем то же самое для другой кривой, и я потом покажу, как можно немножко сгладить и разнообразить это движение, чуть более красивее его сделать, потому что, видите, сейчас оно просто линейное. То есть, по сути, это телепортация с одной точки в другую. Вот, давайте с другой то же самое мы сделаем. Ну, например, к примеру, другая у нас будет как-то, я не знаю, вот так. Ну, там, неважно как. Вот, как-то так, да? Да, я допустил ошибку. Я что не создал blend shape. То есть у нас создан же blend shape только на эту кривую. Соответственно, на эту тоже надо создать blend shape. Опять заходим в deform, blend shape,
Создалась у нас Blend Shape 2 группа, потому что это у нас объект другой. И, ну, соответственно, мы можем работать вот как с отдельными группами. Ну, наверное, так лучше будет. Насколько я знаю, в принципе, можно, по-моему, и добавить в эту же группу. Но не будем сейчас это делать. Давайте add target, и теперь только можно менять. Иногда бывают такие ошибки, потому что все, ты стараешься все как бы за всем уследить и спешишь, и при этом хочешь увидеть какой-то результат. И вот. Хорошо. Думаю, можно как-то так оставить. Все, убираем edit и можем видеть, что здесь у нас тоже каким-то там образом это все дело двигается. Ну, там есть какие-то искажения, но неважно. Все, что теперь мы можем еще с этим сделать? Смотрите, давайте пока, пусть так оно будет, давайте пока добавим контроллер, который будет этим всем делом управлять. Давайте это будет просто какой-то NURBS circle, который мы превратим в в какой-то значок, я не знаю, вот похож на зиппер, например, да? Давайте посмотрим, как лучше там его сделать. Ну, пусть так будет, неважно. Поднимем его, добавим в группу. То меня как-то спрашивали, почему ты не используешь группы. Ну, в моих курсах я там риг делал. Ну, и правильно, конечно же, это все добавлять в группы, чтобы не было ли на наших контроллерах трансформации. Ну, давайте добавим, чтобы уже привыкать к правильному, в принципе. Не то. Так, вот это у нас центр. Вот, значит, вот тут у нас есть control curve zipper. Все, и с помощью него мы будем управлять нашим зиппером. Давайте все, что нам здесь не нужно, мы скроем. Что нам не нужно? Мы будем управлять, например, перемещая этот зиппер по Translate Z. Все остальное мы скроем. Вот. И что теперь мы можем сделать? Мы можем вот это все дело добавить, ну, соединить вместе несколькими способами. Вот, там можно это сделать скриптом, можно сделать с помощью Connection Editor. Вот. Также это можно сделать с помощью Driving Key. Наверное, давайте покажу самый простой Driving Key, потому что если мы это будем делать через Connection Editor, то... Хотя, в принципе, в некоторых случаях, когда у нас объект слишком маленький или слишком крупный, если мы делаем через Connection Editor, он напрямую передает значение. Например, если мы хотим использовать Translate Z с нуля по единицу, как вот здесь, у нас вот это 0, а вот это единица, то нам нужно будет сдвинуть на 1 зиппер наш. Соответственно, и тут сдвинется у нас вот этот движок на 1. Здесь у нас, в принципе, неплохо. Видите, единица довольно далеко от нуля. В принципе, можно использовать через Connection Editor. Давайте, наверное, через Connection Editor. Так, нам нужно выделить Blend Shape ноду для того, чтобы попасть в Connection Editor. То есть, если мы, например, зайдем в Connection Editor, что у нас здесь выделено? У нас здесь выделен наш зиппер. Вот он. Ну, в принципе, это и хорошо, потому что он у нас выделен в данном случае в сцене. И нам нужно здесь найти Translate Z. Давайте найдем Translate Z. А сюда нам добавить нужно наш Blend Shape. И как нам его выделить? Ну, можно его, конечно, найти вот здесь, ну, вернее, правда, на кривой. Вот тут. Можно попробовать нажать Select и добавить его сюда. Да, он таким, в принципе, образом он добавится. Можно попробовать его еще здесь прям выделить. Select, наверное, скорее всего, наверное, только вверху, но думаю, здесь тоже. Convention will select, да, скорее всего, только Select Blend Shape Node. И, ну, в принципе, это то же самое, да. То есть, в принципе, в двух местах, где можно это выделить. Все, и ищите теперь Curve 3. Инпуты. Weight. Вот она, значит, в разделе Weight. Еще ж найти надо.
Так, и мы можем видеть, что у нас тут что-то произошло. Расскажу почему. Давайте дальше добавим следующее, я расскажу, значит, что произошло. Давайте то же самое. Select. Если мы выделим base mesh, он просто выделит нашу кривую, с которой мы работали. Поэтому нам надо вот это. И здесь теперь добавим второй. То же самое, раздел weight. То же самое сюда. Закроем. Значит, почему у нас тут все прыгнуло? Ну, потому что у нас вот этот наш контроллер, он сейчас в данном случае в нуле. Соответственно, мы когда сделали жесткую связь, то есть в нашем Connection Editor произошла жесткая связь. Если я зайду в Node Editor, например, и отображу все наши коннекшены для нашего зиппера и для нашего blend shape, то здесь можно увидеть, что у нас на weight с translate z тупо прямая связь. То есть что это означает? Если здесь единица, то здесь жестко тоже будет единица. Поэтому я говорю, что в зависимости от размера объекта в сцене, здесь, возможно, придется мультиплееры ставить, которые будут делить значение или умножать. Ну или скрипт писать. Вот, поэтому дальше. Сейчас 0, но если мы сдвинем на единицу, можем видеть, как наш зиппер двигается. И, кстати, заметьте, здесь я, например, ставлю единицу, но если мы дальше продолжим двигать, видите, BlendShape работает дальше. Но он уже пойдет сейчас искажать, конечно же. Почему? Потому что он просто мультиплает сам себя. То есть он, по сути, просто и дальше отодвигает кривую. Вы можете здесь сделать ограничение, до какого значения вы хотите, чтобы он двигался, не больше. Ну, например, это можно сделать в Transform ноде в разделе Limit Information Translate. Здесь мы можем наш Z просто ограничить. Например, у нас будет минимальное значение 0 и максимально 2. Давайте глянем, 2 хватит нам. Ну вот, да, 2, в принципе, хватит. Ну, вообще я бы не советовал уводить blend shape больше, чем единица. Поэтому давайте поставим единицу, сейчас расскажу почему. Иногда бывают движки, которые они просто не понимают отрицательное значение blend shape или, например, больше единицы. Поэтому, в принципе, лучше работать так. Но, в принципе, скорее всего, отрицательные значения они поймут, но могут быть разные исключения. Так, давайте я просто отображу Warframe, чтобы видно было, что тут происходит. Вот, смотрите, ну, это еще не конец. Нам нужно сделать это чуть-чуть красивее. Давайте я скрою джойнты, чтобы они не мельтешили перед глазами. Пусть только кривые остаются пока что. Как мы можем это чуть покрасивее сделать? Можем сделать эффект, даже как будто не разлипаются. Смотрите, у нас здесь, когда мы двигаем, когда мы сдвигаем blend shape, здесь у нас есть какие-то значения. И мы можем в этих значениях добавить in-between таргеты. Но это, в принципе, как раз то, что нам сейчас поможет сделать чуть более анимацию интереснее. Ее можно добавлять большое множество. Ну, давайте добавим всего лишь один или два и добавим в самое начало. Например, вот мы только начинаем расстегивать молнию, и где-то вот на вот этих значениях, где-то вот 369 пусть будет, мы добавляем сюда in between target. Здесь пока что менять ничего не надо. Можете поставить relative, но здесь пусть так пока будет. Вот. И смотрите, что теперь произошло. Мы добавили blend shape в blend shape. То есть мы теперь сможем наш blend shape на значение 0.369 править. Давайте займемся правкой. Значит, это у нас кривая curve 3. Не все так называются. Ладно. Давайте поймем, к чему оно относится. Скорее всего, оно относится вот к этому. Вот, давайте этот сейчас мы сделаем так. Значит, у нас будет, к примеру, резко сюда отодвигаться начало, да, а, к примеру, здесь еще какое-то время здесь еще будет не расстегнуто. Но там уже начнет расстегиваться резко. Понятно, что здесь у нас есть некоторые проблемы с красотой, ну, в общем, это скорее технодемка, чем урок. Например, в анимации мышц или лицевой анимации, я думаю, там вам вообще будет все равно. Так. И давайте посмотрим, что получится с этого. Мне даже самому интересно.
То есть как-то так. Значит, давайте вернемся на это место. Еще не хочет отключаться. Ну ладно. И еще чуть подправим. Не, наверное, все же слишком резко идет перемещение вот этого. Оно портит всю картину. Давайте сразу, чтобы было более наглядно видно, и с этим тоже поработаем. Тоже добавим Admin Target. Вот. И сразу его тоже подвигаем. Например, здесь я так сделаю. Так. Ну, это тоже чуть быстрее будет. Чтобы сразу два менять. Так, ну последнюю. Так, глянем, что там происходит. То я так сдвинул, похоже, что она дошла аж. В лицевой анимации иногда вот такие вещи приходится настраивать часами, чтобы оно как можно мягче работало. Так, ну пусть, например, на тройке у нас будет так, а, к примеру, на 600 каком-то там тоже добавим in-between. Видите, иногда Maya так вот глючит, что нельзя сбросить эдиты. Только когда уже следующую создаем in-between, у нас эдиты сбрасываются. Но на самом деле можно сделать, можно нажать edit на главном blend и оно сбросится. Если уже на главном не сбрасывается, через Node Editor можно обрубить connection и подключить connection. И тогда оно возвращается на свое место. Можно, например, на этом, на втором in-between таргете немножко доработать молнию. Смотрим, что оно. На самом деле сейчас, ну, вы сами понимаете, что сейчас делать какие-то красивости именно, так как это, по сути, технический урок, нет смысла, ну, чтобы уже оно хоть как-то выглядело. Так, значит, на тройке. Мы можем вот здесь после тройки пробовать, что будет, если резко отодвинуть, к примеру, после... Это у нас на шестерке. Не знаю, как оно себя поведет. Оно потом на 0, на единицу возвращается. Ну вот, в общем, значит, вывод какой с этого? Что чем больше вы вот таких вот добавляете, тем более это все начинает напоминать молнию. Вот, кстати, вот, если сейчас присмотреться, оно уже, в принципе, начинает напоминать молнию. Вот. А вот эти эдиты, вряд ли вы их отключите. Вы можете просто так оставить или отключить их через Node Editor, к примеру, выделив Blend Shape. Здесь у нас есть все эти коннекшены. Так, значит, Blend Shape, Curve, Blend Shape. Да искать их надо. Ну, в общем, можно просто... Так, значит, где наш Blend Shape? Вот он. Curve Shape.
Так, input. Input таргеты. Сейчас, секунду. Motion пэсы. Мгм. Ну, попробовать, если, например, вот это отключить. Input geometry. Так, а если, например, нам так переключить? В общем, надо искать, какой connection за это отвечает. Например, если так. Ага. Они, наверное, возможно, и так выключатся. Ну, в общем, да, они бы и так выключились. Ну, в общем, это здесь нужно немножко полазить, посмотреть, какой именно connection отвечает за вот эти in-between таргеты. В общем, и, значит, на этом все. Про combination таргеты я рассказывать не буду. Возможно, когда будет риггинг лица или мышц, то я это все дело расскажу. Я думаю, понятно, что если заанимировать этот зиппер, то можно сделать разные эффекты. В общем, значит, на этом все. То есть эти системы можно использовать и по другому назначению. Вот. Ну, ждите скоро другого урока.